Вітаю вас! Я Світлана. Це відео ви дуже чекали, я знаю. Починаємо черенкування гортензій метельчатих. Рада приветствовать вас в своей зеленой комнате. Это обычная моя комната, я сюда все свои растения снесла. Сегодня у нас 12 января, и я начинаю черенкование гортензий. Можете присоединиться, я знаю, многие ждали это видео. Буду кратко. В прошлом году я снимала ролик, где рассказывала 2 или 3 способа, перепробовала всякие, решила остановиться на одном испытанном. Мои гортензии принялись, укоренились и даже расцвели. Спустя 4 месяца я их уже высадила в открытый грунт. Я вам все показывала на канале, можно полистать видео, посмотреть. Ну а сегодня начинаем черенкование. Первую на укоренение я поставила гортензию Пинки-Винки. Нарезала побеги. Как нарезать побеги? Выбираем не крупный, не тоненький, средний. Нарезаем на 2 почки. Можно на одну, если у вас совсем маленькие какие-то веточки, можно. Почему? Сейчас расскажу. Косой или ровный срез делать, это все равно не играет никакой роли. Главное, чтобы вы не запутались, где низ, где верх. Я нарезала, брала веточку, нарезала и сразу ставила в стаканчик. Чтобы не запутаться, у них почечки у некоторых сортов не просыпаются, и совсем непонятно, то ли так ее, то ли так, чтобы не перепутать. Нарезали, поставили, это дело не хитрое. Можно на 2 почки, лучше на 2, но в крайнем случае на 1. Опускаем в воду. Обычная вода из-под крана. Никакого активированного угля я не кладу. Единственное, ставлю на прохладное место, на прохладный подоконник. У нас в этой комнате отопления еще нету, то есть все тепло заходит в эту комнату только через дверь с 1-го, со 2-го этажа. И тут градусов 15-16, на подоконнике получается даже 14. В таком месте они у меня стоят. Вместе с ними ставлю веточку ивы. Тут я вас сориентирую на 5 побегов, 2 веточки ивы. И вы видите, как корни распустила. Сниму, покажу вам ближе. Что дает ива? Ива выделяет природный стимулятор роста корней своих. Она для себя его выделяет. Но мы ее ставим вместе с нашими растениями. С ивой можно черенковать любые растения. Кустарники, лиственные, хвойные нельзя. У хвойных другой принцип. Воду вместе с ивой. Можно иву Мацудана, можно иву Хакура Нишики, можно иву, которую найдете просто сбоку дороги. Нарежете веточек небольших и ставите. Много побегов ивы ставить не надо. 2-3. Вот у меня рядом перед самым Новым годом, кстати, нарезанные веточки. У нас тогда тепло было, я успела это сделать. Поставила гортензия полярный медведь. Тут на 15 побегов 4 веточки. Много ивы не стоит туда ставить. Допустим, если вы решите 2 веточки гортензии, 2 побега и 10 веточек ивы, это не говорит о том, что у вас быстрее прорастут, появятся ваши корни, зачатки будущих корней на ваших гортензиях. Сильно много, знаете, как во всем, нужна мера. Так, про иву я вам сказала, про веточки сказала. Веточки вот обязательно нарезайте, когда температура плюс-минус 2-3 градуса. То есть вот у нас сейчас минус 15 на улице, в такую температуру нельзя нарезать. Побеги мы возьмем, они у нас может даже и укорениться, успеют, смогут, им ничего не будет. Может пострадать
куст большой, который в земле срез, обмерзнуть и может пропасть вся гортензия. Поэтому подождите несколько дней, выберите такую нейтральную температуру, чтобы 2-3 дня после среза тоже у вас была слабый минус или слабый плюс. Дальше мы, значит, постояла она у нас 2 недели с ивой. Я поставила на подоконник и благополучно об этом забыла. Не надо ее трогать, дергать, не накрывать ничем, никакими пакетами, ничего. Вода обычная из-под крана. Она не позеленеет и не начнет портиться, если будет прохладное место. В теплом месте пойдут все процессы. Какие-то низшие водоросли наши начнут расти, портится вода, бактерии и все такое. Еще раз повторю, никакого угля, ничего я не кладу сюда. Следующий этап, вот это у меня пинки-винки. Показываю вам ближе. У нас зачатки корней наших начинают появляться на ту высоту, которую мы опустим в воду. То есть тут сантиметров 6-7. Больше не надо, меньше тоже. Ей будет труднее укореняться. То есть на полстаканчика, в который вы будете ее высаживать, чтобы мы ее заглубили, и у нее больше шансов, больше корней пошло в разные стороны. Вот это у нее появились зачатки корней. Пинки-винки вообще трудно укореняются. В прошлом году у меня не получилось ее укоренить. Среди множества гортензий пинки-винки не было. Тут всего 5 побегов у меня. Ну, попробую еще раз. Смотрите, в воде она простояла 2,5 почти недели. И почки у нас еще не проснулись, а корни пошли. Значит, побег живой. Все с ним хорошо. У пинки-винки очень поздно просыпаться. И она и зацветает позже, и просыпаются почки. Вот покажу вам на примере. Перед самым Новым годом нарезан полярный медведь. Зачатки корней только-только. Наши точечки белые стали появляться. Зато уже зелененькие побеги. Вот вам и разница. От сорта зависит. И тоже корни появляются не там, где почки, а ниже, на ту высоту, которую мы ее опустим. Высаживать можно. И вот такие ориентир, когда появятся хорошие белые бульбочки, точки такие. Тут еще можно подождать дней 5. Так, высаживаем. Сейчас покажу. Так, следующий ответственный этап, но не самый сложный, который у нас будет. У нас самое сложное впереди, поэтому тут у вас все получится. Берем нашу землю. Земля рыхлая, мягкая. И как проверить, годится она или не годится для нашей посадки. Или нам надо ее увлажнить. Если вы вот так ее возьмете, и она лепится в комочек, не совсем прям твердый, вот такой, видите, он не рассыпается. Вот я вам показываю. Значит, земля подходит. Какую землю я использую? Я прикрепляю видео. Покупаю всегда большими мешками по 80 литров уже и для рассады, и для всего. Универсальный торф, нейтральный, не кислый, никакой. На данном этапе с микроэлементами там добавлены. На данном этапе нам не обязательно прямо закислять, перекислять. Видела, укореняют в перлите, с вермикулитом, в песке. Я использую обычный универсальный торф. Что мы делаем? Насыпаем стаканчик. Стаканчик беру маленький совсем. Почему маленький? Потому что за месяц, 1,5-2, пока корни нарастут, им этого объема хватит. Если у вас позволяет прозрачная емкость, где мы будем ее укоренять, можно взять и большой сразу стакан. И тогда из него пересаживать в грунт. Мне из этого придется делать перевалку, пикирование. Ну, у меня емкостей не так и много, они довольно дорогостоящие, поэтому я беру маленький. Насыпаю наш грунт, просто насыпаю, не утрамбовываю. Дальше берем наш побег,
примеряем, на какую высоту нам надо его заглубить, на высоту, сколько белых точек. Можно сразу его туда попытаться вставить, но мы можем обломать наши белые вот эти корешочки. Поэтому я беру карандашик, просто опускаю туда и заглубляю наш побег. Ну, чудненько он у нас получился на всю высоту. Постукаем немножко. Так, у меня даже беленькие точки еще выше. А вы, может быть, видели, в прошлом году я показывала, корни вот так ищут землю, и те, что не поместились вниз, досыпать потом земли придется. Или сейчас прямо сразу досыпать. Все. Отверстий у меня тут нету. Можете с отверстием для успокоения души. Отверстие в емкости, куда мы сажаем, для чего делается? Для выхода избытка влаги. Открою секрет, мы поливать наши гортензии не будем. Так, высадила я. Все, вот это и все, что нам надо сделать. Убираем грунт. И сейчас я вам покажу, что мы делаем. У меня это маленький контейнер из-под гирлянды китайской. Тут все ясно. Гирлянда благополучно за год приказала жить, а контейнер очень даже мне пригодился. И ставим, для чего маленькие емкости, в контейнер. Все. Добавляем все остальные. Я сейчас просмотрю, какие гортензии у меня еще можно уже укоренить, а какие еще могут постоять. Контейнеры можно большие, маленькие. Обязательно, конечно, с крышкой, тоже прозрачной, чтобы мы могли поставить под фитолампы. Свет над самой крышечкой. Так они у нас простоят 3 дня. Мы будем каждый день опрыскивать их. Покажу вам. Вот так вот брать. Ну, это мы сейчас сделаем. Все. Опрыскали сверху. 3-4 раза. Больше не надо, без фанатизма. И закрыли. Это наш полив для гортензии. Почему не будем поливать? Потому что, можно подумать осторожненько, там под корешок, чтобы росли, все. Укоренение происходит в рыхлой земле. При поливе земля уплотняется. И корешки, им не так будет комфортно в разные стороны там идти по горшочку. Поэтому раз в день брызгаем. Как вы должны понять, надо брызгать или не надо? На крышке контейнера будет испарина. Если она есть, значит влажность там достаточно высокая. Она должна первую хотя бы неделю около 100% быть. Желательно 2 недели. Если крышка сухая, значит влажности недостаточно или где-то происходит утечка. Почему вот пластиковые контейнеры, они плотно закрываются герметично, и наши гортензии там стоят. Спустя 2 недели мы нашу крышечку на день будем приоткрывать. Но тоже смотрите, чтобы испарина была. И с каждым днем там 2-3 дня будете смотреть уже по влажности в доме. Если у вас увлажнитель есть, будете ориентироваться, как себя чувствует гортензия. Пойдут листики. Я вам еще все покажу впереди, в следующих видео. По чуть-чуть приоткрывать. Вначале так линейка, чтобы только проходила, потом пальчик уже. Постепенно мы ее приучаем таким образом, нашу будущую гортензию, к обычным условиям. Все. На данном этапе все. А чтобы у вас мотивация подросла, я вам покажу. Вот мои гортензии крупнолистные. Стоят уже просто под фитолампами. Вот они, красоточки. И даже есть соцветия. Все укоренились. Я именно вот эту вытаскивала. Корни достигли уже самого низа. Немножко. Но я ее сейчас уже дергать не буду. Это при
нарезании, при укрытии гортензий на зиму я нарезала самые слабые веточки. Вот вам, как сказать. Ну, это с метельчатыми гортензиями у нас будет тоже самое. Все будет красиво, все будет хорошо. Увидимся в следующем видео. Недели через 2. За это время у вас уже укоренятся. Вы их поставите, убрала уже, поставите, посадите в горшочек, высадите под фитолампами. Стоять под фитолампами должны 12 на 12. 12 свет, 12 выключайте. Целыми днями я их под фитолампами не держала. Смотрела, некоторые советуют под фитолампами первую неделю с утра до вечера. Я считаю, их надо сразу, все растения сразу в условия ставить, как они будут существовать. Летом есть день, есть ночь. Все. Летом мы им создаем при помощи наших розовых ламп. Все, будут вопросы, пишите, спрашивайте, ждите следующее видео про черенкование через 2,5-3 недели. Посмотрим, как они у меня укоренятся и что там происходит. До встречи!